Доброго дня. Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Кстати, подписывайтесь и на мой канал, здесь будет интересно. Мы продолжаем разговор, посвященный творчеству, который вы сможете посмотреть в специальном плейлисте. А сегодня я расскажу вам о своей книге, которая называется «Последние люди». Эта книга написана в период с 24 декабря 2019 по 13 января 2020 года. Я исследователь, такова моя позиция по отношению к окружающему миру. Инструментами исследования для меня выступают наблюдение и слияние. Наблюдение за тем, как устроен я, другие люди, взаимодействие между людьми, как устроено общество, как устроена природа, ее процессы и явления. Слияние я рассматриваю как слияние с самим собой, другими людьми, обществом, ну и, разумеется, с природой. Последние люди – это вот не про нас, живущих сейчас, но про то, где человечество оказалось, откуда начало путь, как его шло и что будет с ним дальше. Если вам все это интересно, прочитайте книгу. Посвящается же она бесконечности вращения вселенского колеса. Я написал «Последних людей» как некое предупреждение, что ли, вероятно, точнее сказать, прогноз, основанный на наблюдениях и ощущениях. Наблюдениях за тем, что происходило, происходит в мире и с людьми, и куда это нас приведет. А ощущения мои в большей степени опираются на принципы функционирования природы и прежде всего на цикличность. Данная книга и написана с целью познакомить читателей с феноменами системности и цикличности в контексте взгляда на человечество. Чтобы то, что обычно кажется случайным или само самим разумеющимся, перестало по умолчанию восприниматься таким, чтобы проявились грани и оттенки. Для достижения поставленной цели мне, как автору, необходимо было решить задачу активации в читателях поисковой и исследовательской активности, а проще говоря, пробудить любознательность. Получилось или нет, сможете ответить, если прочтете книгу. В центре повествования на всем протяжении книги остаются несколько ключевых категорий. Во-первых, природа. В данном случае под природой понимается вся совокупность проявления жизни как явления, а не только непосредственно окружающая людей земная природа в виде, например, лесов, океанов, различных животных. Речь о расширенной природе, включая космическое пространство Вселенной. Во-вторых, общество. Под обществом понимается, опять же, вся совокупность социального пространства в глобальном смысле, а не общество в рамках какого-либо отдельного государства. В-третьих, человечество, то есть люди. И под человечеством понимается вся совокупность когда-либо живших людей как вида, а не какая-либо конкретная цивилизация, привязанная к определенной исторической эпохе. Ну и в-четвертых, это концепции. Под концепциями понимаются группы конструктов, ставших фундаментальными инструментами и механизмами глобального управления обществом, человечеством и даже природой. По крайней мере, в некоторых аспектах ее восприятия и использования. В завершении, но не раскрывая деталей, скажу, что в целом мой прогноз относительно не столь уж далекого будущего человечества максимально пессимистичен. И вот не потому, что мне захотелось как автору так придумать, и я так сделал. Вовсе нет. Хотел бы я, чтобы были какие-то системные указатели на возможность долгосрочного, качественного развития и преодоления критических уязвимостей, но их попросту нет. Уж не знаю, согласитесь вы со мной или нет. К слову, среди факторов, которые я описываю как неизбежно грядущие, выделяю такие, как глобальные эпидемии и новая, что называется, финальная война. А если вы обратите внимание на дату написания, то заметите, что это было еще до начала ковидной пандемии, не говоря уж про войну в Украине.
Таким образом, описанное мною уже начало проявляться, хотя пока, конечно, не в тех масштабах и объемах, о каких я писал, но тем не менее. События последних 3 лет сами говорят, в общем, о качестве моих размышлений и о точности моего прогноза в целом. Книгу «Последние люди» вы можете приобрести в электронном виде на платформе Litres. Ссылка есть в описании к видео. Обязательно переходите и скачивайте. Напомню, кстати, что обложки всех моих книг иллюстрированы картинами мексиканского художника Эдуардо Родригеса Кальсадо с его личного разрешения. И ссылка на его инстаграм тоже есть в описании. И на этой ноте будем наш сегодняшний разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. А под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне. Ну а я желаю вам всего наилучшего и говорю: до встречи!